Возвращение в Бермудский треугольник. 12 января 2006 года Джимми Триндейт возвращался из Багам в Палм-Бич. Его маршрут пролегал через самое сердце Бермудского треугольника. В тот день нам позвонили с причала и сказали, что что-то произошло. И Джим пропал. В ту секунду, когда я услышал эти слова по телефону, у меня сбилось дыхание, я подумал, как дальше жить без брата? Начинаем спасательную операцию через 2 минуты. Нужно спустить еще. Двигатели лодки работали, она плыла в сторону Флориды. Навигационные карты удалены, холодильники заполнены едой и выпивкой. Джимми просто исчез. Когда я услышал, что они нашли лодку, но его в ней не было, я не мог в это поверить. Шокирующая новость. Фред Гризер был близким другом Джимми. Он тоже участвовал в крупномасштабной поисковой операции. Жена Джимми, Кэндис, позвонила мне и спросила, не могу ли я сесть в вертолет и попытаться его найти. Мы вылетели в тот район. Были прямо над лодкой, кружили там. Много спасателей. Несколько летательных аппаратов. Спасатели повсюду. Поначалу я был уверен, что с Джимми ничего не случилось. Джим настоящий моряк. Он плавал по этому маршруту сотни раз. Но я ничего не понимал. Возможно, у него случился сердечный приступ, он упал за борт. Но все это очень сложно представить, потому что в фактах есть противоречия. Профессор Брайан Хаус является экспертом по побережью Флориды. Он считает, что причиной исчезновения Джимми могла стать блуждающая волна. Блуждающие волны крайне опасны для маленьких лодок и катеров. Такие суда быстро переворачиваются. К сожалению, мелкие суда не выдерживают больших волн. Эти волны гораздо больше тех, на которые рассчитаны лодки. Известно, что блуждающие волны представляют опасность даже для фрахтовщиков и супертанкеров. Часто такие волны выбивают окна в круизных лайнерах на высоте в 15 метров. Можете представить, какую опасность представляют эти волны для маленьких рыбацких катеров. Некоторые из них пытаются прыгнуть в воду и пытаются плыть к берегу, потому что видят, что их лодка перевернулась. Они недооценивают свои физические возможности и погибают. Следов Джимми так и не удалось обнаружить. Он как будто растворился в пространстве, в самом сердце Бермудского треугольника. Патрик никогда не сможет забыть таинственную историю, которая произошла с его братом. Когда попадаешь в Бермудский треугольник, понимаешь, что здесь может произойти все, что угодно, как естественное, так и сверхъестественное. Но сегодня у нас ничего нет. Как понять, что там произошло? Как приблизиться к разгадке? Океан и то, что в нем происходит, для нас загадка. 5 декабря 1945 года 5 бомбардировщиков-торпедоносцев ТБМ и гидросамолет Маринер ПБМ исчезли в Бермудском треугольнике. Больше их никто не видел. Это одна из самых мистических загадок современности. И, возможно, ее скоро раскроют. Команда водолазов Майка Барнетта изучает океан у побережья Флориды, где, по их мнению, должны лежать обломки Маринера ПБМ. По нашей информации, ПБМ Маринер мог взорваться в небе, и его обломки разлетелись на большой территории. Поэтому мы должны искать не цельный фюзеляж самолета, а обломки, которые разбросаны по океаническому дну. Первый день погружения они обнаружили обломки истребителей Второй мировой войны и «Корсары». Сегодня во второй день они продолжают поиск обломков вылета 19.
их эхолот обнаружил кое-что интересное. Майк, ты там? Прием. Этот объект на дне очень маленький, может быть, обломок фюзеляжа. Прием. У меня было хорошее предчувствие. Я верил, что следующей нашей находкой будет PBM. Я был в предвкушении этого момента. Начинаем погружение. Первым идет Эван, следуй за ним, потом я попытаюсь подойти ближе и посмотреть, что там. Нужно кинуть якорь и держаться рядом. Посмотрим. Хорошо выделяется на дне. Высота около метра над поверхностью. В длину, думаю, 5-7 метров. Очень интересно, у меня хорошее предчувствие. Но не знаю почему. Мы погрузились и обнаружили очень большой двигатель. Когда я увидел его, сразу подумал, моя интуиция не подвела. Сегодня мой день. Это PBM. Я точно знаю. Мы опустились на дно, я разволновался, потому что, возможно, мы обнаружили Маринер PBM. Он не был похож на одноместный истребитель. Вокруг не было никаких обломков, лежали только части и разный мусор. Двигатели и крылья могли оторваться от корпуса, когда самолет взорвался в воздухе. Потом Эвер сделал жест. Смотри. У него что-то было в руках, и я помогал копать. Мы раскапывали, и я точно понимал, что это купол парашюта. Да, среди этих обломков кто-то погиб. Это потрясающе. Что там увидел? Когда мы спустились на дно, стало понятно, это большой роторный движок. Также мы нашли измерительные приборы. Немного покопали, и самое крутое — нашли парашют. Отлично, без сомнений, роторный мотор. Милый осьминог прямо под ним. Также нашли большой кусок парашюта. Я оторвала небольшую часть. Непередаваемые чувства, когда мы нашли старый парашют в песке. Сразу появились мысли, что пилот мог успеть воспользоваться этим парашютом, и мы попытались откопать больше. Хорошо, все говорят, что это большой роторный движок. Одна из лопастей торчала из песка, немного покопав, мы обнаружили и другие. Нашли еще 2 лопасти, или все 3. Мы будем продолжать раскопки. Нужно все осмотреть, откопать другие части двигателя, обломков, чтобы идентифицировать эту находку. Джефф, это ты развесил свое белье? В конце второго дня им необходимо развеять все сомнения. Возможно, они обнаружили обломки самого таинственного самолета всех времен — Маринера, PBM, из вылета 19. Самое удивительное в том, что мы обнаружили самолет на дне океана, о котором никто ничего не знал. Возможно, это очередная загадка Бермудского треугольника. Мы должны все выяснить. И если эту загадку можно разгадать, мы это сделаем. За последние несколько лет в районе Бермудского треугольника были замечены сотни неопознанных летательных объектов. Но их связь с мистическими исчезновениями никак не объясняется. Они приближались, и мы разглядели 2 ярких цилиндра, 2 ракеты. Они летели бок о бок. В конце 80-х Курт Раулит и Дэйв Малькольм работали строителями на военно-морской флот США. Их база располагалась на сверхсекретном объекте на Багамах, также известный под названием подводный район 51.
В те дни мы не говорили о том, что видели, потому что в режиме секретности нельзя обсуждать экспериментальные объекты. Однажды, возвращаясь с богам во Флориду, Курт увидел нечто, что после назвал ракетой. Ракетой-призраком. Мы были на борту ЛСТ. Лодка очень низкая и широкая, думаю, в длину она 30-35 метров. Мы шли на запад, и вдруг мы увидели две яркие точки. Они приближались, и мы разглядели два ярких цилиндра, две ракеты. Они летели бок о бок. Мы оба подумали, что за черт. Посмотрели за окно, чтобы все проверить. Они не похожи на обычные ракеты, слишком яркий свет. Они быстро летели и исчезли за горизонтом. Именно эти необычные объекты мне показались сверхъестественными. Я подумал, что это НЛО. Я всегда ждал человека, который сможет объяснить, найдет более разумное объяснение. Потому что это для меня важно. Люди, поверьте, я был в треугольнике и видел это. Я был неподалеку, когда это случилось. Это история о человеческом опыте, о том, с чем иногда имеем дело. Часто паранормальное оказывается нормальным, в большей степени. В ту ночь не только Курт видел неопознанные объекты над океаном. Несколько судов тоже сообщили о странных ракетах посреди моря, которые лишь на короткий срок отметились на их радарах, затем исчезли. Что-то медленно появлялось передо мной. Но я не понимал, что это может быть. Дэйв Малькольм тоже стал свидетелем необычного явления, когда плыл на лодке торпедоносца «Аутек». Я был на корме по колено в воде, на уровне, с которого мы запускаем торпеды, и вдруг что-то медленно стало приближаться. Объект быстро увеличивался. Треугольник или что-то еще? Это был треугольник, но я был поражен, когда увидел такое посреди океана. В те дни мы не говорили о том, что увидели, потому что в режиме секретности нельзя обсуждать экспериментальные объекты. Но тогда я даже не представлял, что это. Да я и сейчас не представляю. История с Аутеком настолько секретна, что многие люди не говорят о ней. Но большинство НЛО, которые зафиксированы в этом районе, пролетали над этим островом. Я могу предположить, что там происходило что-то необычное, раз люди не хотят об этом рассказывать. Все наслышаны о районе 51, но никто не слышал про Аутек. Тогда я подумал, что человек, может быть, к этому не причастен. Я никогда не был уверен. Думаю, не буду. После произошел еще один случай. Курт Раулет патрулировал побережье Флориды, когда неожиданно радар корабля засек огромный объект посреди океана. Было уже больше 8 часов вечера, стемнело, я стал за штурвал. И вдруг на радаре появился большой 5-километровый объект. Мы не понимали, что это такое, он был заметен 3 или 5 минут, не больше. По словам Раулета, все компасы корабля правильно заработали только тогда, когда объект исчез. Случаи, как этот, случаи с ракетами, есть много свидетелей, но никто не может объяснить, что это такое. У нас есть только район, где происходят странные вещи, которым нет никакого объяснения. О большинстве людей, которые сталкивались с этими явлениями, могли бы рассказать правду, мы больше ничего не знаем. Далее.
Команда водолазов, наконец, узнает, удалось ли разгадать одну из самых мистических загадок Бермудского треугольника. Возможно, это Марина. Пилот попала в загадочный туман, когда пересекала океан. Я не знала, взлетаю или падаю. Понимала, что полностью потеряла контроль над самолетом.